Привет, друзья, привет! Сегодня мы готовим швейцарский пуассон. И, соответственно, у нас опять будет история про одного хорошего человека. Великого человека, я бы так сказал, великого американского актера, который начал свою жизнь в Америке, а закончил, к сожалению, в Швейцарии. Сразу переходим к делу. Нам понадобится рыба, любая, только с плотным мясом. Мне достался голец. Нам понадобится форма для запекания, которая вас устроит. И нам надо нарезать рыбу на стейки по толщине формы запекания. Саму формочку немножечко смажьте маслом, так чтобы наша рыбка не прилипала. Форму запекания надо выложить наши стейки. Причем стейки надо положить таким образом, чтобы вокруг каждого кусочка оставалось еще какое-то пространство. Вот наша формочка небольшая, поэтому 3 штучки у нас поместится. После 7-летней актерской карьеры наш герой решил бросить заниматься своим делом и заняться разведением свиней. Они уже даже присмотрели участок со своим партнером в Арканзасе. Купили книгу по разведению этих животных. Когда он дочитал до момента кастрации поросят, его это так ужаснуло, что он решил отказаться от свиноводства и заняться своей актерской карьерой дальше. Теперь нам надо взять смесь красного перца и соли 1 к 1 и наши стейки насыпать. Следом возьмите половинку лимона и выдавите этот сок на наши стейки. И оставьте это блюдо минут на 10-15, мы сейчас займемся другими вещами. Выдавливайте, не жалейте, оно как бы должно хорошо пропитаться в лимоне. Возьмите пару луковиц и болгарский перец. Лук почистите и нарежьте тонкими полукольцами, а болгарский перец нарежьте соломкой. И не забывайте комментировать мои видео, потому что то, что вы напишете, то мы и будем снимать. Перемешайте между собой лук и перец, чтобы у вас получилась такая однородная, как бы условно, масса. Теперь в нашем поддоне все вот это пространство между кусочками, стенками и вот этими лапками наших стейков надо заполнить нашей вот этой смесью. Я не знаю, где выращивают этот лук, злой пипец, но мы отвлеклись. Теперь возьмите жирные сливки и залейте нашу форму для выпекания. Так, чтобы рыба еще выглядывала немножко из-под этих самых сливок. Все, что у нас получилось, надо поставить в духовку на 190 градусов на полчаса. Его первый любовный роман привел к обвинению его в совращении несовершеннолетних. Чтобы избежать скандала, ему пришлось тайно жениться, причем в Мексике, чтобы не пронюхали журналисты. Во время бракосочетания церемонии он постоянно курил, а потом сразу же ушел на рыбалку. Конечно же, какая же Швейцария без сыра, поэтому возьмите, натрите на мелкой терке, вот на такой граммов 50 вашего любимого сыра. Возьмите небольшой пучок кинзы. Кому не нравится кинза, в данном случае можете смело заменить ее укропом. В любом случае это все надо очень мелко нарезать. Нарезанную кинзу перемешайте, или у кого укроп, перемешайте с сыром. Возьмите 3 пера зеленого лука и тоже его порежьте. Теперь нам надо взять помидоры. Надо брать маленькие помидоры, можно брать коктейльные помидоры. И вот у меня попались под руку помидоры черри. Таких помидорок мы возьмем где-то десяток и разрежем напополам. Он очень трепетно относился к своим ролям и к своим фильмам. В одном эпизоде, где актриса должна была сказать простую фразу «Цветы, сэр», для вот этого эпизода ему понадобилось снять 342 дубля. Достаньте пуассон из духовки. Возьмите сырную смесь нашу и сделайте слой сыра. Теперь пуассон опять отправьте в духовку буквально на 10 минут или до того момента, как сыр разойдется. Возьмите, сделайте слой зеленого лука
Раскидайте наши помидорчики по поверхности. Включите духовку на максимум. А еще лучше поднимите блюдо на самое верхнее отделение вашей духовки. И запеките еще 10 минут, чтобы помидорчики вот только-только прихватились. К сожалению, жизненный путь всех наш когда-либо кончается. Этот актер тоже покинул бренный мир. Но и тут судьба приготовила ему маленький сюрприз. Гроб с его останками был похищен. И за него потребовали выкуп в 600 тысяч швейцарских франков. Во время переговоров по телефону полиция обнаружила этих грабителей. Но грабители этот гроб отдать так и не сумели, потому что они закопали его где-то на кукурузном поле и не смогли найти. Полицейским пришлось еще несколько недель с миноискателями отыскивать это место. Вот, друзья, наш швейцарский пуассон готов. Подавать его надо прямо вот так вот на стол красиво в нашей форме для запекания. Пробуйте, это лучше, чем в ресторане. Тем, кто не догадался, я говорю, что сегодня мы говорили о Чарльзе Спейси Чаплине, то есть просто Чарли Чаплине, великом актере немого кино. Ну, а вас спасибо за внимание. Всем спасибо. Всем пока.